Думаете, пещера это просто пустая дыра в земле? Темный коридор, по которому можно пройти с фонариком, посмотреть на сталактиты и спокойно вернуться домой? Тогда вы не знаете самого главного. Есть пещеры, которые человечество нашло один раз вошло, и больше никогда туда не возвращалось. Их закрыли, заварили металлической дверью, залили бетоном, засыпали камнями так плотно, что снаружи невозможно догадаться, где именно был вход, и сделали вид, что этих пещер не существует. Официальные причины звучат гладко: сохранение экосистемы, защита наскальных рисунков, опасность для туристов, геологическая нестабильность. Все это правда, но не вся. Потому что когда читаешь отчеты тех, кто заходил туда первыми, когда смотришь на их лица на старых черно-белых фотографиях, когда складываешь даты, протоколы и совпадения, начинаешь понимать одну простую вещь. Иногда пещеры закрывают не для того, чтобы защитить пещеру от человека, иногда наоборот. В этом ролике мы спустимся в 5 мест, куда обычные люди не попадут уже никогда. Мы пройдем по следам тех, кто оказался там первым, увидим, что они нашли, узнаем, почему вход за их спиной закрыли быстрее, чем они успели рассказать все, и ближе к финалу мы дойдем до самой глубокой и самой странной пещеры из всех, в которой обнаружили нечто такое, после чего вся история человечества пишется заново. Тихо, без громких заявлений, но пишется. Если уйдете раньше времени, вы пропустите именно эту часть, а она меняет все. Начнем с того места, которое вы, скорее всего, уже видели. На картинках, в учебниках, в документальных фильмах. Юг Франции, деревня Монтиньяк, сентябрь 40-го года. 4 подростков идут по лесу с собакой. Собака проваливается в небольшую яму между корней старого дуба. Ребята лезут за ней, и через несколько часов выходят оттуда другими людьми. Они нашли то, что позже назовут Сикстинской капеллой каменного века, пещеру, на стенах которой светятся сотни рисунков. Быки больше человеческого роста, олени, бегущие так, что кажется, будто кадры в кино, лошади, бизоны, странные знаки, точки, решетки. Возраст всего этого примерно 17 тысяч лет. Пещеру назвали Ласко. Сначала ее открыли для всех. Туристы шли потоком, 1200 человек в день, иногда 1500. Люди дышали, потели, выдыхали тепло и углекислый газ. И через несколько лет специалисты заметили, что рисунки начали гибнуть. На стенах появились зеленые пятна, потом белые, потом черные. В 1963 году пещеру закрыли для публики. Полностью. Навсегда. Сейчас туристам показывают только копию, построенную рядом. Очень точную, но все же копию. Официальная версия проста. Дыхание людей создавало избыток углекислого газа, влаги и тепла. Это запустило рост микроорганизмов. Чтобы спасти рисунки, нужно было убрать людей. Звучит логично, звучит разумно. И это действительно часть правды. Но есть одна деталь, которую обычно опускают. После того, как пещеру закрыли, грибок не остановился. Он продолжил расти. Тогда стены начали обрабатывать антибиотиками и противогрибковыми средствами. На какое-то время помогло, а потом появился новый вид грибка. Потом еще один, потом черные пятна, которые специалисты называют черной болезнью Ласко. И вот тут начинается самое странное. Эти грибки никто не приносил снаружи, их просто не существовало в каталогах. Они появлялись словно из ниоткуда, прямо на тех участках стен, которые обрабатывали химикатами. Будто бы пещера сама отвечала на вмешательство. Сейчас доступ к настоящему Ласко имеет только несколько человек в год. Заходят они в защитных костюмах, стоят ровно столько, сколько можно стоять, и уходят. Что именно происходит на стенах прямо сейчас, пока вы это слушаете, никто кроме них не знает. И это была только первая пещера, самая известная, самая безопасная. Дальше будет хуже. Теперь перенесемся в другую страну, Румыния, юг страны, жаркая, выжженная солнцем равнина рядом с Черным морем. 1986 год. Рабочие проводят геологическую разведку под будущую электростанцию, бурят землю, изучают плотность пород. И в какой-то момент бур уходит вниз. Глубоко, слишком глубоко. Внизу пустота. Когда туда наконец спустили человека на веревке, он пробыл внизу всего несколько минут и попросил его вытащить. Лицо у него было белое, дышать там было почти невозможно. Воздух пах не камнем, а чем-то сладким, тошнотворным, удушливым, как тухлые яйца, только в десятки раз сильнее. Это была пещера Мавиле. Сначала никто не понимал, насколько важно то, что нашли. Думали, обычная подземная полость, заполненная сероводородом. Опасно, но не уникально.
Уникальным оказалось другое. Ученые, которые позже опустились туда в защитных костюмах, обнаружили под землей живой мир, целую экосистему, ракообразных, которых нет больше нигде на Земле, пиявок, которые не похожи ни на одну известную пиявку, пауков, у которых атрофировались глаза, червей, светящихся бледным белым светом, бактерий, которые питаются не солнцем, не растениями, а серой, просто серой, поднимающейся из глубин Земли. Эта экосистема была отрезана от внешнего мира 5,5 миллионов лет, чтобы вы поняли масштаб. Когда эти существа в последний раз видели Солнце, на Земле еще не было современного человека, не было ни одной из наших цивилизаций, не было даже наших далеких предков в том виде, в каком они известны науке. Целые виды животных тогда еще не появились, а другие уже вымерли. И все это время под слоем известняка, в темноте, в ядовитом воздухе, в полной изоляции, жизнь продолжалась. Сама собой, сама внутри себя. Это уже звучит странно. Но самое странное в другом. Когда первые экспедиции изучили атмосферу Мовиля, оказалось, что она не похожа на воздух, в котором эволюционировали мы. Кислорода там в 2 раза меньше, углекислого газа в 100 раз больше. Сероводорода столько, что обычный человек теряет сознание за пару минут. И при этом ученые предполагают, что именно в таких условиях зародилась жизнь на нашей планете миллиарды лет назад. То есть Мовили — это не просто пещера, это окно в первую Землю, в ту Землю, которую мы никогда не видели и никогда не увидим. После первой экспедиции вход в пещеру закрыли, на нем металлическая дверь, охрана, несколько кодовых замков, доступ только для нескольких десятков ученых в мире, и то под жестким протоколом. Официальная версия снова звучит разумно. Хрупкая экосистема. Любой человек извне может занести бактерии, которые уничтожат все за неделю. Поэтому ограничение строжайшее. И снова это часть правды. Но есть деталь. В румынских архивах есть упоминание о том, что в первые годы изучения Мовиля некоторые исследователи жаловались на странные ощущения. Не от газа, от чего-то еще. Им казалось, что в пещере есть звуки, которых не должно быть. Ни капли воды, ни скрип камня, а что-то похожее на дыхание. Очень слабое, очень медленное. Словно где-то под водой, в глубоких затопленных коридорах, что-то живое, но очень большое, спит. Никто, конечно, не утверждает, что это правда, но коридоры Мовиля до сих пор не изучены до конца. Часть из них уходит под воду, и туда никто не нырял. И это была всего лишь 2-я пещера. Дальше будет еще страннее. Мексика, штат Чиуауа. Жаркая пустыня. Шахта Найка работает уже больше 100 лет. Добывают там свинец, цинк и серебро. Шахтеры привыкли к жаре, глубине, к узким коридорам. В 2000 году бригада прокладывает новый штрек на глубине почти 300 метров под землей. И вдруг стена падает. За ней оказывается пустота. То, что увидели рабочие, превышает любое воображение. Огромный зал. Настолько большой, что в нем поместился бы 3-этажный дом. И еще осталось бы место. Весь этот зал заполнен кристаллами. Прозрачными, молочно-белыми, гигантскими. Кристаллы лежат в воздухе, торчат из пола, из потолка, из стен, перекрещиваются друг с другом, образуя что-то вроде застывшего леса из стекла. Самые крупные из них достигают 11 метров в длину, то есть размером с 3-этажный дом, лежащий на боку. Каждый такой кристалл весит больше 50 тонн. Это селенит, минерал, который образуется при определенной температуре и определенном уровне насыщения воды. Он рос в этой пещере примерно 500 тысяч лет. Молча, в темноте, в тишине. Пещеру назвали Cueva de los Cristales – пещера кристаллов. Когда ученые узнали о находке, они приехали со всем оборудованием, которое только смогли достать, и столкнулись с неожиданной проблемой. В пещере было 58 градусов жары, 100% влажности. Дышать таким воздухом обычный человек не может больше 10 минут. Легкие заполняются влагой, сердце не успевает охлаждать тело. Без специального костюма человек умирает быстрее, чем успевает понять, что умирает. Один из исследователей рассказывал, что внутри пещеры время идет по-другому. Голова начинает кружиться через 2 минуты. Через 5 минут перестаешь четко видеть. Через 7 минут хочется лечь между кристаллов и больше не вставать. Это ощущение, говорил он, было сильнее воли, сильнее инстинкта самосохранения. Будто пещера сама уговаривала остаться. Несколько человек погибло, часть из них исследователи, часть случайные люди, которые пытались туда попасть нелегально. Но и это еще не все.
В 2017 году ученые опубликовали результаты исследований кристаллов. Внутри них, в крошечных полостях, заполненных древней водой, они нашли живые микроорганизмы – бактерии. Примерно 50 тысяч лет они находились в полной изоляции. Без света, без кислорода в привычном виде, без контакта с внешним миром. И они были живы. Не в форме спор, не в окаменевшем виде, а именно живы, в состоянии, из которого их можно было разбудить. Это организмы, которые человечество никогда не видело в действии. Никто не знает, как они поведут себя, если попадут в нашу среду. На что они окажутся похожи. Какие болезни они могут вызвать или наоборот излечить. И вот теперь главное. В 2017 году, через несколько месяцев после публикации этих данных, добыча в шахте Найка остановилась. Насосы, которые откачивали воду с глубины, выключили. Пещера кристаллов начала затапливаться. Сейчас она полностью под водой. Официальная версия. Шахта стала экономически нерентабельной. Откачивать воду слишком дорого. И снова в этом есть смысл. Но если сложить два факта, сначала находят древние живые бактерии, которые никто на свете не понимает, а через короткое время единственный путь к ним отрезают слоем теплой воды глубиной в сотни метров. Возникает вопрос, это совпадение или решение? Ответа официально никто не давал, зато факт остается фактом. Пещера кристаллов снова закрыта, и в этот раз она закрыта так, как не была закрыта ни одна другая пещера мира. Ни дверью, ни бетоном, а океаном горячей воды. Чтобы туда попасть, нужно сначала откачать все это, а никто не торопится этим заниматься. И мы пока спустились только до третьей пещеры. Дальше будет еще глубже. Кавказ, горы Абхазии. Высоко над уровнем моря на каменистом плато стоит небольшая металлическая решетка над дырой в земле. Вход выглядит почти буднично, будто старый колодец. Но это не колодец, это самая глубокая известная пещера на Земле. Ее называют Веревкина. До недавнего времени самой глубокой считалась соседняя Крубера, которую в народе называли Воронья, потому что в ее устье всегда роились вороны, как будто чувствовали что-то неприятное в холодном воздухе, выходящем снизу. Веревкина уходит в землю больше, чем на 2200 метров. Это в 7 раз выше, чем знаменитая Эйфелева башня, только вниз. Это глубже, чем самые большие небоскребы мира, поставленные друг на друга. Чтобы спуститься на самое дно, спелеологам нужно почти 2 недели, с веревками, с ныряльным снаряжением, с запасами еды на каждом этапе. Внизу есть подземные реки, водопады, узкие проходы, через которые человек проползает на животе, и огромные залы, в которых эхо умирает раньше, чем достигает противоположной стены. И там темно, по-настоящему темно. Так темно, что когда ты выключаешь фонарь, твой собственный мозг начинает рисовать тебе вспышки света, просто потому, что не может смириться с такой тишиной и темнотой. Каждая экспедиция в Веревкину связана с риском. Не маленьким, не теоретическим, реальным. Каменные обвалы, внезапные подъемы воды, проблемы со снаряжением. В 2018 году в этой пещере погиб опытный спелеолог. Он остался один на узком участке, и когда товарищи нашли его, было поздно. Тело пришлось поднимать на поверхность несколько суток. Но не это самое странное. Самое странное в другом. Спелеологи, которые провели там много времени, описывают одно и то же ощущение. Когда находишься на глубине больше 2000 метров, в темноте, в холоде, в полной тишине, начинает казаться, что пещера не просто пустая, что она присутствует, что у нее есть характер, что она наблюдает. Один исследователь рассказывал, что в одном из боковых коридоров услышал звук. Ни каплю, ни шаг, ни свое собственное дыхание, а ровный, медленный, низкий звук. Как будто где-то очень далеко работает огромный старый механизм. Он остановился, выключил все снаряжение, замер на минуту. Звук был. Он подошел ближе, направил фонарь в коридор. Звук исчез. Когда отошел, звук появился снова. Он не стал идти туда один, вернулся к группе. На следующий день они вместе пошли проверять. И ничего не нашли. Ни механизма, ни источника. Просто узкий ход, упирающийся в каменный завал. Завал, как потом выяснилось, относительно свежий. Кто его создал, никто не знает. Сейчас часть коридоров Веревкины официально закрыта для исследования из соображений безопасности, из-за высокого риска обвалов, из-за невозможности гарантировать спасение в случае проблем. И снова официальная версия звучит разумно, но трещина в ней все та же. Закрыто именно то направление, где якобы слышали звук. Закрыты те боковые ответвления,
которые могли бы вывести ниже 2200 метров. Что там на самом деле ниже, никто не скажет. Земля молчит, документы молчат тоже. И теперь мы подошли к самой важной пещере, к той, ради которой все это и снималось. Остановитесь на секунду, подумайте, что мы уже увидели. Пещера, в которой стены сами выращивают грибки, не существующие нигде в природе. Пещера, изолированная от мира 5,5 миллионов лет, со своей собственной экосистемой, рядом с которой все наши представления о жизни выглядят слишком простыми. Пещера, забитая гигантскими кристаллами, в которых 50 тысяч лет спали бактерии, ничего не знающие о существовании человека. Пещера глубиной более чем в 2000 метров, в которой профессиональные спелеологи слышат звуки, которых не должно быть. Это все уже звучит как сюжет фильма, но все это правда. Каждый из этих случаев задокументирован, снят, опубликован. И теперь представьте, что есть еще одна пещера, намного скромнее с виду, не такая глубокая, не такая красивая, без кристаллов, без подземных рек. Но именно она, тихо, без шума, переписала историю человечества. Алтай, юг Сибири, горы, реки, тайга. На склоне небольшой долины есть скала, в этой скале есть пещера. Не очень большая, 6 залов, несколько ходов, общая длина чуть больше 100 метров. Местные жители знают ее сотни лет. По одной из легенд, в этой пещере жил старый отшельник по имени Дионисий. От его имени пещеру и назвали – Денисово. Археологи начали копать в ней еще в советское время. Находили там обычные вещи – каменные орудия, кости животных, следы костров. Думали, что это просто стоянка древних людей. Сначала неандертальцев, потом современных людей, ничего особенного. Так считалось вплоть до 2008 года. В тот год в одном из слоев нашли крошечный кусочек кости – фалангу детского пальца. Одну, маленькую, серую. Ее отправили в лабораторию в Германию. Там извлекли из нее древнее ДНК. И когда расшифровали последовательность, ученые не поверили своим глазам. Это была не неандерталка, это был не современный человек. Это вообще не было ни одним из известных видов людей. Это был совершенно новый вид, ранее неизвестной науке. Вид, который существовал параллельно с нами, скрещивался с нами, оставил часть своих генов в современных людях, особенно в жителях Юго-Восточной Азии и Океании, и при этом до 2008 года про его существование никто не знал. Этот вид назвали денисовцами, по названию пещеры. Но дальше начинается то, о чем говорят гораздо тише. В Денисовой пещере нашли не одну кость, постепенно нашли еще зубы, фрагменты черепа, косточки пальцев. Все они оказались разного возраста. Самые древние датируются примерно 170 тысячами лет, самые молодые гораздо моложе. Это значит, что денисовцы жили в этой пещере очень долго, поколение за поколением, возможно, рядом с неандертальцами, возможно, рядом с предками современных людей. В тех же слоях нашли украшения – браслет из темно-зеленого камня, обработанный так аккуратно, что современные специалисты восстанавливали технологию изготовления годами. Иглу из кости длиной в 7 см, с пробитым ушком, идеально гладкую. Подвески, бусины, инструменты, которые по своей сложности совершенно не вписывались в принятые тогда представления о возможностях древних людей. Возраст этих изделий – 50 тысяч лет, иногда больше. И тут возникает неудобный вопрос. Если денисовцы умели делать такие тонкие вещи 50 тысяч лет назад, что они умели делать раньше? И почему мы практически ничего о них не знаем? Куда они исчезли? Почему о такой древней, длинной, насыщенной истории целого человеческого вида у нас осталась только горстка костей и одна пещера? Это могло быть случайностью. Бывают такие удачные находки, как Денисово. Бывает, что какое-то место сохраняет следы лучше других. Это объяснимо, но есть деталь. Пещера до сих пор изучена не полностью, часть слоев не вскрыта, часть боковых ходов не исследована. Сроки экспедиций сокращены, финансирование сложное, доступ ограничен. Российские и зарубежные команды работают с большими паузами. Каждый раз, когда новый сезон возобновляется, появляется еще одна находка, еще одна кость, еще один зуб, еще один намек. Создается ощущение, что пещера выдает информацию по чуть-чуть, будто проверяет, готовы ли мы к следующему слою. И каждый раз, когда мы думаем, что главное уже найдено, обнаруживается, что главное еще впереди. В последние годы вокруг Денисовой пещеры идет странная история. Часть найденных там остатков оказались гибридами. Дочь матери неандерталки и отца денисовца.
То есть в этой пещере не просто жили разные виды людей, они жили вместе, заводили детей, любили или ненавидели друг друга, хоронили друг друга. 6 залов, 100 метров ходов и целая параллельная история человечества, о которой мы даже не подозревали еще 20 лет назад. Сейчас пещера охраняется, часть ее закрыта для туристов, часть для самих ученых. На ключевых участках работают только узкие команды по согласованию, по графику, с подписанными протоколами о неразглашении предварительных данных. И снова все это объяснимо. Сохранение слоев. Опасность попадания современных загрязнений. Защита уникального памятника. Но трещина та же. Если в крошечной пещере на Алтае мы нашли совершенно неизвестный человеческий вид, который жил рядом с нами и оставил гены в нашей крови, что находится в десятках, сотнях, тысячах других пещер, в которые либо еще не зашли, либо закрыли после первой экспедиции? Какие виды людей жили там, о которых мы не знаем? Какие культуры поднимались и исчезали в темноте под землей, пока на поверхности писали другую, удобную, понятную нам историю? Какие знания, какие технологии, какие тела, какие следы лежат в слоях, которые мы пока боимся открыть? И вот тут начинается самая тревожная мысль всего этого ролика. Закрытые пещеры — это не просто закрытые двери, это закрытые главы. Пещеры показывают нам, что под нашими ногами есть отдельный мир. Со своими экосистемами, со своими климатами, со своими существами, со своей историей человечества, со своими механизмами, природа которых нам пока не ясна. Этот мир не пытается нам угрожать, он просто есть. И когда мы его трогаем, чаще всего мы пугаемся не того, что он опасен, а того, что он не похож на наше представление. Иногда мы закрываем пещеру, потому что искренне хотим ее сохранить. Ласка Денисова. Это правда. Иногда мы закрываем пещеру, потому что не понимаем, что внутри. Мовили Найка. А иногда мы закрываем пещеру, потому что то, что внутри, может изменить нашу историю быстрее, чем мы готовы ее менять. И, возможно, самая главная закрытая пещера – это не одна конкретная пещера на карте, а сама способность Земли хранить тайны. Земля помнит все – каждое тело, каждый шаг, каждый пожар, каждое наводнение, каждый ритуал, каждую цивилизацию. Она ничего не теряет, она просто опускает это глубже, слой за слоем, тысячелетие за тысячелетием. И когда мы пробиваем шахту или роем котлован, или находим случайную дыру под корнем дерева, мы открываем не пустоту, мы открываем чужую страницу. Иногда страница дружелюбная, иногда она прекрасная, иногда она опасная, а иногда она такая, что ее немедленно закрывают и делают вид, будто ее и не было. Самое страшное в этих историях не то, что в пещерах есть что-то странное. Самое страшное в том, что у нас, у людей на поверхности, нет полной карты собственной планеты. И никогда не было. Мы живем на тонкой корке, под которой бесконечные коридоры, залы, реки, города, тела и слова, которые мы никогда не услышим. Мы запечатываем дверь, заливаем бетоном, заполняем водой, закрываем доступ, а пещера остается и ждет. Потому что у пещеры намного больше времени, чем у нас. Если бы вам пришлось выбирать одну из этих 5 пещер, в которую вы согласились бы спуститься хотя бы один раз, только один раз, в полной защите, в команде ученых, с гарантией возвращения, какую бы вы выбрали? Ласка с ее живыми стенами, Мовили с ее древним ядовитым воздухом, Найку с ее гигантскими кристаллами, Веревкину с ее звуком в темноте, или Денисову, в которой может скрываться еще одна страница нашей собственной истории. Напишите свой ответ в комментариях. И что не менее важно, напишите, какой момент из этого ролика зацепил вас сильнее всего. Я читаю комментарии и часто строю следующие выпуски именно на основе того, что вас удивило больше других. Если этот ролик вам понравился, поставьте лайк. Это помогает каналу и позволяет находить таких же зрителей, которым интересно смотреть глубже, чем принято. И если вы здесь впервые, подпишитесь. Впереди еще много историй о местах, в которые человечеству вход закрыт. И о том, что может там скрываться. Земля молчит, но не вечно.